Всем доброй ночи. Итак, мы с вами продолжаем серию роликов «Вопросы ведьме» и мои ответы. Если кому интересно, можете посмотреть все ролики, все серии этих роликов. И там найдете очень много прояснений, ответов для себя на ваши вопросы, которые у вас возникали. Я обсуждала вопросы, которые задавались мне напрямую. Вопросы, даже не вопросы, а высказывания, искажения, которые намеренно приводились определенными людьми для того, чтобы выставить мою работу в таком черном, нехорошем свете. Я просто логически на все ответила. И продолжаю отвечать. Когда человек прав, когда у него свои знания, когда он настоящий в любой профессии, он совершенно не боится никаких вопросов, никаких там попыток очернить его. У него на все есть ответы и объяснения. Вот перед этой прекрасной Моной Лизой, которая почему-то смотрит в ту сторону, а надо, чтобы она вот так посмотрела. Мы с вами продолжим эту серию роликов и ответим на определенные вопросы. Я тут собрала вопросы, которые задавались. Вопросы, точнее, не совсем вопросы, а выражения, высказывания, которые я превратила в вопросы для того, чтобы объяснить определенных известных групп, которые за мной гонятся уже не один год. И сегодня я постараюсь прояснить эту ситуацию в том числе. Первое. Шоу и ведьмы. Должны ли ведьмы участвовать в шоу, в телепередачах, еще где-то? Вы знаете, чаще всего во всяких телепередачах, в шоу, еще где-то участвуют люди, которые остро нуждаются в клиентской базе. Вот им нужно любым способом о себе дать знать, чтобы их заметили, увидели, раскрутили, разрекламировали. И они ходят по этим шоу, они ходят по этим всяким программам, по этим реалити, то в качестве эксперта, то в качестве гостя, свидетеля и так далее. Но, как правило, это люди, такие шоумены, это люди очень далекие от магии, не знающие вообще, что такое магия. Некоторые из них очень грамотно, интересно говорят, рассуждают о различных темах магии. Можно подумать, какой интересный человек, как хорошо вот это все говорит, грамотно, видимо, что-то может, понимает. Но магия, конечно, хорошо, когда ведьма грамотная, может не только видеть, но и прояснить свои видения. И у нее есть подача, у нее есть какое-то высшее образование. Это очень хорошо. Это все плюс. Чем многограннее человек, тем интереснее с этим человеком, тем легче этот человек может вам объяснить, тем быстрее он приведет вас в чувство, вернет к нормальной жизни, посоветует, да, опыт, грамотность. Это все играет немаловажную роль. Но не в этом сила. Я могу, например, изучить медицину и очень грамотно объяснить, как происходят операции, какие препараты нужно
применить при лечении чего-то там. Вот я могу сесть, изучить, мне это будет интересно, предположим, и очень грамотно буду объяснять. Это не означает, что я врач. Это означает, что я любитель. И на уровне любителя, прям хорошо изучив эту тематику, я поняла примерно, как это делается. Но когда дойдет момент до того, чтобы взять скальпель и вскрыть тело человека, и потом зашить обратно, у меня руки будут дрожать. Я не буду знать, что делать, я растеряюсь. У меня будет тихий ужас, потому что одно дело рассказывать об этом и очень грамотно расставлять, другое дело это применять в жизни. Так вот, есть люди, которые очень грамотно рассказывают о том, как работать с темными силами, как работать с мертвыми, как идти на кладбище, как ночью нужно идти. Они даже говорят, описывают, что они это делают. Вот. Они могут даже привести несколько фотографий, показать, что они, да, они там были. Но при этом никто не знает, что, например, эти люди стояли, а за ними там 20-30 человек, которые с ними вместе пришли. Да и по заказу просто попросили кого-то сфотографировать, на самом деле. И такое есть. Суть ведьмы не в этом, а в результате работы этого человека. Если перед вами практик, если перед вами человек силы, то невозможно скрыть результаты работы этого человека. То есть живые, реальные свидетели этой работы, благодарные люди. Это видно, что человек весь живет в этом. Человек предан своей профессии, своему предназначению. И поэтому его предназначение приносит пользу. Можно сделать, показывать очень красивые алтари. Можно какие-то необычные вещи творить. Можно музыку. Знаете, сейчас накладывают музыку. Сейчас делают такие красивые клипы. Какие-то необычные вещи, спецэффекты. Все можно сделать. Это все называется замануха. Потому что не в спецэффектах дело. Ну вот я знала некоторых женщин, которые в офисах фотографировались с совами, змеями, еще с кем, с пауками. Даже целую империю создали таких вот величайших, знающих ведьм. Но, к сожалению, от тюрьмы себя спасти не смогли. Мы сейчас об этом тоже поговорим. О чем это говорит? Что можно просто в халате, дома, сидя, дать такие работы, которые спасут судьбы. А можно очень прекрасную рекламу заказать, лимузины, фотографии на фоне небоскребов, какие-то там камины, какие-то средневековые здания, предположим, поехать в какие-то таинственные места. Все это можно сделать. Но итог всего этого будет плачевный. Это все рассыпется, как только первое испытание придет. Человек не сможет себя защитить и спасти. Почему? Потому что ему сила не дана. Сила не помогла. Значит, там не было ведьмы. В 90-е годы, когда наш народ внезапно оказался просто на улице, когда рухнуло все, вот весь институт, который удерживает и который помогает государствам состояться, все это просто рухнуло. Каждый как мог, так и жил. И в этот момент депрессии больше всего становится всяких колдунов, чародеев. Люди приходят за последней надеждой. Медицины не было нормальной. Да и сейчас не самая лучшая медицина, если нет знакомых и нет возможности через кого-то попасть. Ложись и помирай. И люди хлынули в эти все... Появились вот тогда огромное количество всяких гадалок, святых,
журналисты, поняв весь этот ажиотаж, начали печатать якобы какие-то рукописи у каких-то ведьм взятые. Там такая билиберда, и бесы, и черти, и вам поклонюся, и главному бесу помолюся. Там и все в одну кучу перемешано. И идти куда-то, что-то там надо делать. Ночью 40 петухов куда-то отнести. Посреди кладбища что-то сварить, что-то поставить. То есть они писали так, чтобы вообще даже близко невозможно было это выполнить, и не было бы никаких претензий, потому что, у вас же не было 40 кур, вы же не пошли на кладбище, вы же не сварили эту похлебку посреди кладбища. Ну тогда чего вам надо? Тогда извините, мы вам даем очень великие ритуалы, только вы их не можете выполнить, поэтому все претензии к себе. И вот в этот момент психоза началась эта мода на магию, колдовство. Все там себе дар открывали. Сначала называли себя магами, не понимая, что маг – это жрец, и это мужчина, только мужчина. Жрец западного культа, западного направления магии. Вот. А потом уже начали называть себя гадалки, супер-гадалки, даже не стеснялись, как-то не было оскорбительно, что их гадалками называют. Потом все без разбора начали называть себя ведьмами, и вот до сих пор вот это слово «ведьма» уже такое нарицательное слово. Ведьма, понятно, из этих аферистов, которых полно. Ясно, там рекламу заплатили, что-то какие-то чудеса показывают. Понимаете, это все испоганилось, к сожалению. Теперь, если бы у нас была журналистика достойная, можно было бы подумать. Вот я, например, часто отказываюсь от таких предложений, и они были не раз. Почему? Потому что я не верю этим людям. Это люди очень аморальные, подлые. Там в основном работают социопаты. Вы посмотрите, как эти ведущие шоу друг друга кидают. Как пошли Ирину Отиеву Малахов так подло снял, хотя они дружили много лет. Подло тайком камеру поставили, у нее депрессия была жуткая, у нее там просто состояние было не очень хорошее. Хотя в ее возрасте так выглядеть, это не каждый умудряется. Гладкая кожа, без морщин, без ничего. Но человек, видно было, что в таком отчаянии, значит, жить не хотела. И она разоткровенничалась, заплакала, все это сказала. И вот это подло так записали тайком, принесли и показали на Первом канале. И дочь говорила, что она еле удержала мать от самоубийства, понимаете? Поэтому у них нету чести. Сейчас журналистики не существует практически, очень редко. Нет чести ни в чем. Вот, может быть, военкоры еще остались, совестливые люди, потому что они все-таки имеют дело со смертью, у них больше совести, больше чести, больше понимания, что происходит. Они видели эту грань между жизнью и смертью. А вот эти желтые газетенки, в них нет ничего святого. Они могут написать что угодно, им не нужно проверять. Человеку никто ничего не предъявил, а там уже понаписали, чего только не пишут. И про всех людей, любого человека, даже мимо проходящего, могут просто взять и на него такую статью понаписать, что человек просто обалдеет от этого всего. Как так вообще возможно? Возможно. И поэтому, когда некоторые, не обязательно ведьмы, я там ведьм не видела ни разу, ни одного, ни одну человека силы, хотела сказать. Я ни одну ведьму там не увидела, но даже эти люди должны быть очень осторожны. Это бесконечные братья папарацци. Вы знаете, они ту самую принцессу Диану привели к смерти, понимаете, достали своими фотографиями, публикациями и так далее. То есть это люди, у которых нет совести абсолютно. И они даже не понимают, что они такого делают. Ничего. Сломали жизнь человеку. Человек шел там 20-30 лет к этому.
Ну, выставили человека в грязном свете. Ну и что? Они обеспечили просмотры своего канала. Они обеспечили себе миллионы, да, за счет рекламы в это время. Все. А что будет с этим человеком потом, после того, что они сделали? И докажет ли он этот человек свою правоту, их совершенно не волнует. Абсолютно. Поэтому иметь дело с этими аморальными людьми, ну, это большая глупость. Как там, Боже упаси от любви королей? Ну, Боже упаси от любви толпы. Наверное, так переделать можно. Боги упаси от любви толпы. Толпа не умеет любить. То, что они сегодня вам аплодируют, многие люди проиграли эту битву, проиграли именно из-за того, что верили толпе. Им почему-то казалось, что раз им говорят, что они уникальные, то это так и есть. На самом деле, вам так говорят для того, чтобы вами попользоваться. И вот эти люди, в какой-то момент поверив в себя, поверив, что они действительно уникальные, начали переходить грань, начали позволять себе лишнего, начали переходить дорогу более таким людям, которые, знаете, зарабатывают на этих всяких шоу. И в конце концов, именно из-за этого пострадали, из-за этой великой любви быть на экранах. Понимаете, что обеспечивает экран? Случайных людей, случайные люди не должны быть у ведьмы. Потому что они ее не знают, они не знают, что за человек, они не знают заслуги этого человека, они ведут себя быдловато, они ведут себя хамовато, они пришли, они услуги хотят получить, они платят, заказывают музыку, им так кажется. И поэтому эти люди не болеют за тебя душой. Что завтра с тобой случится, этих людей не колышет и не волнует. Они еще сверху добавят. Поэтому это телевидение и прочее, оно создает ненужную шумиху и незаслуженную славу. Понимаете? Вот вышел человек на Первый канал, промелькнул там минут 10. Все, вся страна увидела. Миллионы людей увидели. Начали искать в интернете, начали писать. Это быстрая и незаслуженная слава. Человек ничего не отдал за это. Может быть, отдал деньги, а может, просто его пригласили, как, знаете, медведей тоже выводят на улицу, чтобы народ глазел. Это не означает, что медведя там обожают, любят. Это просто выходят как объект для новых впечатлений. То же самое. Они идут на тебя глазеть, как на того медведя, которого потом закроют в клетке. Поэтому эти быстротечные шоу, они никогда не привлекают ведьм. Объясню почему. Ведьма прекрасно знает законы мироздания. Она знает, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Когда ты больше получаешь, чем отдаешь, рано или поздно расплата будет обязательно. Надо что-то отдать, чтобы что-то получить. А что ты отдал для того, чтобы получить резко столько миллионов зрителей, или чтобы столько миллионов людей тебя узнали? Ничего. Практически ничего. Даже если ты заплатила какие-то деньги, они слишком мизерные по сравнению с тем, что ты получишь потом. Эту вот славу, большую, огромную славу и очень быструю. И вот за эту дешевую славу приходится потом расплачиваться. Слава должна быть заслуженной. Деньги должны быть заработанные. Вы знаете, когда мне пишут, например, вы знаете, я хочу вас отблагодарить, вот там отправить на карту, я всегда спрашиваю, скажите, за что хотите благодарить конкретно? Вы сделали мою работу, у вас получилось? Нет, вот я зашла на канал, вот просто хочу поддержать канал. Я говорю, не надо поддерживать канал просто. Я не просила поддерживать канал, я где-то об этом сказала, нет. Ну, все же так, все делают, а я не делаю. Это незаслуженные деньги. Вы просто пришли, посмотрели на мой канал, хотите поддержать. Не хочу так. Вот если ты взяла мою работу и помогла себе или своему ребенку, и ты хочешь откупиться, благодарить, это другое, это заслуженно. Потому что я потратила время, силы, ночи подряд, сняла это, дала тебе и многим другим людям. Ты взяла, использовала, и оно тебе помогло, реально помогло. Вот если ты так хочешь отблагодарить, имеешь право. И это заслуженно.
Это не из откуда-то. Казалось бы, любой человек, наверное, скажет, ну, глупо как-то, вот тебе хотят отправить, благодарить, а ты говоришь, нет, подождите, я так не хочу. Потому что я знаю, что я за это заплачу, я еще больше потеряю. Что-нибудь сломается дома, пойду куплю на эти же деньги, вот которые мне отправят. А может, еще больше. Потому что я еще их не заслужила, я не заработала их. Поэтому я говорю, не надо. Изучите канал, сделайте мои работы. Вот если у вас что-то получится, и вы захотите искренне поблагодарить, тогда другой вопрос. А сейчас пока это не то, это не заработанные деньги, я так не хочу. И поэтому, друзья мои, когда человек идет в шоу, какой-нибудь реалити, это не заработанная слава, это очень быстрая слава. А быстрая слава очень опасна. Понимаете? Вот ты идешь и находишь, не знаю, $1 000 000. Некоторые мечтают. А что вы с этим сделаете? Вы не будете знать, что с этим делать. Хорошо. Вот ты нигде не работаешь, пошел, нашел $1 000 000. И идешь, покупаешь дом. Первый вопрос, который, может, сразу не возникнет, дом купишь, машину купишь, шубу купишь, еще что-то купишь, золото. И первый вопрос, который возникнет у всех, откуда у тебя деньги? И первый вопрос, который возникнет у грабителя, как их у тебя забрать? Да и неправильно ты используешь эти деньги, потому что ты их не заработал. Тебе душа у тебя не болит, и ты туда-сюда разбазарила. И осталось опять ни с чем. И такие эксперименты проводились. Давали бедным семьям большие суммы денег, через некоторое время приходили и видели, что они точно так же голодают, у них ничего нет. Потому что, когда ты зарабатываешь, сегодня 100 рублей заработала, знаешь, как их потратить. Завтра 1000, послезавтра 5000. Потом 10, 20, 100, миллион откладываешь, знаешь, на что потратить. Ты уже умеешь ими распоряжаться. Вселенная не глупа, когда человеку дает постепенно, и когда человека принуждает работать над собой, немножко трудиться, мучиться, где-то пройти испытания, закаляет нашу душу, чтобы когда мы все это сделаем на этой земле и пойдем туда, чтобы нам сказали «добро пожаловать», а не наоборот, ты здесь вообще нежеланный гость. И что касается этого шоу, им все равно, кого приглашать. Сколько было таких случаев, когда, помните, какая-то психолог была, Елена или Наталья, оказалось, что она вообще сидевший человек, поменяла свою фамилию, значит, купила диплом. Здесь известные психиатры с ней там сотрудничали. Она на всех шоу сидела. А потом у всех деньги собрала под предлогом, что за небольшую плату, значит, поможет им апартаменты купить, кому-то там особняки, и ее посадили за мошенничество. Вот настолько там не проверяют, кого приглашают и для чего. Могут 2 алкаша пойти туда и кого-то якобы разоблачать. Алкаши просто. Алкаши, которые в своей жизни ничего не добились, но они очень нужны в этом шоу, потому что кого-то надо разоблачать. И эти алкаши приходят и их представляют как специалистов. Понимаете? Самое смешное, когда якобы разоблачают каких-то ведьм, такие же, как они сами, сидят и разоблачают. Она не так делает, это не так делает. То есть, если ты согласна травить кого-то ради нашего шоу, то ты хорошая ведьма. Если не согласна, ты плохая ведьма. Понимаете, это лицемерие. Мне кажется, давно уже никто не относится всерьез к этому телевидению. По крайней мере, зрелые люди. Если там пенсионеры остались, которые верят, что если в газетах написано так и есть, это другой вопрос. Поэтому в этих шоу, нет настоящих ведьм. И никогда не будет. Им это не интересно. Им не интересно невежественной толпе что-то объяснять. Им не хочется потом вот эти все нервотрепки пройти. Понимаете? А судьи кто сидят там? И самое интересное, что люди, которые вот так себя ведут, они подставляют под удар всех. У нас в России, к сожалению, со времен 1937 года мало что поменялось именно в системе вот этой карательной.
начали карать врачей. Помните, дело врачей? Сажать врачей, и все врачи попали под горячую руку. Учителей, все учителя, значит, волной пошли. Еще кого-то все пошли. То есть у нас начали кого-то сажать и начинать преследовать людей этой профессии, всех. Без разбора, кто нормальный человек, кто ненормальный человек, без разницы. К сожалению, у нас еще нет, в развитых странах это уже более проработано, у нас этого нет. Любой человек, который своим талантом отличился, любой. Вот смотрите, под одну гребенку и тех пустословов, которые продают воздух, да, как там, успешный успех. И людей, которые на самом деле очень глубинные знания дают. Есть среди них психологи, есть мистики, есть люди, которые просто интересуются там, ну, скажем, славянской культурой и так далее. Вот всех под одну гребенку считают одинаковыми. И, к сожалению, вот это вот буржуи проклятые, все люди, которые что-то заработали в своей жизни, они воры и там мошенники и так далее, всех надо сажать. И почему-то у нас такая, вы знаете, вот такое понятие, восприятие мира, что если ты известный человек, то тебя можно и травить, и унижать, лезть в твою жизнь, и высмеивать тебя. И ничего страшного. И ты должна терпеть. Перетерпишь. Но ведь у тебя же деньги есть, возможности. Вот и терпи. Ты за это платишь, а так и надо. Люди, которые вдохновляют. Люди, которые чему-то учат. Люди, которые помогают поверить в себя. Этих людей, наоборот, нужно ценить. Потому что они лидеры общества. Я сейчас не говорю про этих всех пустословов. Я говорю о людях достойных. Их тоже немало. Люди, которые рассказывают различные истории, показывают примеры из жизни, как нужно поступать, жить. Люди, которые художники, которые психологи. Люди, которые создали какие-то там свои центры и помогли многим выйти из зависимости. Понимаете? Таких людей нужно уважать и радоваться, что они есть в нашем обществе. Потому что они ведут за собой людей. Они им дают это вдохновение. В конце концов, они платят большие налоги. Потому что государство не может пойти с каждого взять там 100 рублей, 50 рублей на какие-то билеты. А когда приходят люди и тратят свои там 1000 рублей, 100 рублей, у кого какое место, это набирается большая сумма, и с этой большой суммы большой налог уходит государству. То есть они еще выступают как собиратели финансов для государства. И если этот человек никому ничего плохого не делает, ни к чему плохому не призывает, позволять обливать дерьмом этого человека недостойно. Но, к сожалению, мы пока все с вами не защищены от этого. И неважно, кто вы, ногти делаете, волосы стрижете, рассказываете интересные истории из жизни, неважно вообще. Если захотят какие-нибудь стукачи, какие-нибудь ничтожества, какие-то алкаши захотят, например, попортить вам жизнь, они это и будут делать. Другой вопрос, как вы будете сопротивляться и воевать с ними. Но они это сделают, им это позволят. Вот в чем дело. Что никчемным дано очень много возможностей и прав поганить жизнь достойным людям. Потому что мы же когда голосуем, там же не сказано, если ты какой-нибудь бич, ты не имеешь права голосовать. Если ты какая-нибудь ханыга, не приходи. Если ты какой-то быдло, не имеешь права голосовать. Нет, мы все одинаковые же. И мой голос, и его, и того, и этого. И получается, что большинство случаев именно вот это большинство выбирает нам с вами судьбу. Губернатора, мэра города, еще кого-нибудь. Понимаете? Выбирать, потому что им там налили, потому что им там что-то пообещали. Вот в чем дело. В Древней Греции имели право на выборы идти только те люди, которые состоялись в жизни, которые имели какой-то статус.
которые к своим 30 годам уже успели там чем-то, значит, нажиться. Вот эти люди только имели право голосовать. Считалось, что судьбу страны могут выбирать только умные. Только разумные им знают и понимают, что происходит. Только они могут распоряжаться судьбой нации. Разве они были неправы? Ведь человек, который не понимает, что происходит в мировой арене, пойдет сделает неправильный выбор. Выберет того человека, который завтра его родину продаст просто. Почему? Потому что он неразумный. Звуки какие-то. Один человек из Ирака сказал, что когда свергли Хусейна, он радостно пошел разбивать его статую. А потом понял, что, невзирая на жесткость Саддама Хусейна, они совершили большую ошибку, потому что их страна просто буквально погибла. Ее нет такой, какая она была. Что пришли совершенно чужие силы, которые полностью взяли под контроль их страну и их судьбы. И там ведущий говорит, к сожалению, во многих странах и у многих народов так происходит. И не обязательно быть предателем, достаточно быть глупым. И они тебя найдут и используют во благо себе и во вред твоей стране. Понимаете, вот о чем речь. Поэтому, а кто смотрит эти шоу? На кого они рассчитаны, эти шоу? Именно на эту толпу. Толпу, которая понятия не имеет, о чем говорит. Толпа хочет тебя растерзать и уничтожить только потому, что ты живешь хорошо, потому что тебя любят, потому что ты сильный человек. Вот просто, вот, чтобы тебя не стало. Почему? Так легче. Так легче перед своими глазами подняться. Да, я ничего не добился, я ничего не смог. Но видите, я могу кого-то травить. Так кого-то сильного могу травить, и мне за это ничего не будет. Поэтому... Друзья мои, когда будете по этим шоу ходить, задумайтесь о многом, стоит ли это делать. Далее. Вот вы заметили, что все эти известные личности, которых сажают и прочее, они в основном идут там по разным статьям, в общем, но мошенничество им приписывать невозможно. То, что журналисты говорят, вы не слушайте их. Мошенничеством считается вот это незаконное обогащение. Если человек платит налог, если он зарегистрировал, он, свой бизнес, как называемый, он вправе рассчитывать на, поддержку государства. Это все, что потом происходит, это спор между потребителем и между, продавцом, услуг, товаров, неважно. И если суд посчитает, он может вынудить человека вернуть эти деньги, предположим. А может отказать, посчитав, что все было правильно, законно сделано, никто его не вынуждал, он сам решил и отдал. Если ты платишь государству налог, твои действия никогда не будут оценены как мошенничество. Даже если кто-то захочет так сделать, захочет там все повернуть или перевернуть. Никогда. Это может быть расценено как, гражданское судопроизводство, спор между гражданами, которые решают, как правило, мировые судьи, например, чаще всего. Так что эти люди, да, могут не опасаться именно этого всего, но помимо этого есть и очень много других возможностей их упрятать, понимаете? И это делают тогда, когда люди начинают выходить на эти всякие шоу, ездить туда-сюда. Они перебегают кому-то дорогу, они кому-то мешают. Кроме того, вот аресты людей, которые себя называют ведьмами, колдунами, они очень сильно принижают магию как таковую, как эту силу, силовое поле. Потому что люди не разбираются, что там обычная женщина, которая создала хорошую пиар-акцию, хороший бизнес, хорошие магазины, там, куклы какие-то, бабочки, продавая там, как великие амулеты, талисманы и прочее.
Люди не осознают, что там нет ведьмы. Ведь если она назвала себя ведьмой, значит, она такой и является. И это очень сильно бьет по, ну, это слово имидж не подходит, ну, по авторитету, то есть по мнению о магии. Что вот видите, ну вот она же не спаслась, значит, магия не работает, значит, никакой магии нету. Магия работает, и магия есть, но человек, который не смог себя защитить, к магии не имеет никакого отношения. Вот в чем дело. Но никто в этом разбираться не будет, понимаете? Кроме всего прочего, когда такое происходит, начинается охота на ведьм. Охота на ведьм, и тут уже для галочки, для статистики начинают, в общем, докапываться до каждого, кто хоть как-то себя ассоциирует с магией. С одной стороны, это плохо, потому что невинные люди пострадают из-за подобных личностей, которые выставили магию в смешном свете и разозлили, настроили против людей, которые занимаются магией. С другой стороны, это хорошо, потому что это идет фильтрация. Вот в такие тяжелые времена и можно понять, кто настоящий, а кто фальшивый. Кого-то, может быть, не заметят даже, потому что масштаб не тот, а кого-то заметят, но не будут трогать. И кроме всего прочего, это испытание для самой ведьмы. Доказать самой себе, что я настоящая. Такая я или мне кажется. Конечно, с годами ты уже свыкаешься с мыслью, что это так. Это как беременность, знаете, с беременностью можно сравнить, когда у тебя там месяц срок, ты вроде понимаешь, что ты ждешь ребенка, но до конца ты не осознаешь. Потом он начинает там расти. Ты вроде уже чувствуешь, что да, действительно там кто-то есть, но сознание еще не воспринимает, что действительно это ребенок реальный. Потом еще больше. И уже на 9-м месяце у тебя уже нет никаких сомнений, что там ребенок, и он родится, и ты знаешь и пол этого ребенка и так далее. То же самое магия. В начале пути тысячи сомнений, страхов. Справлюсь я, настоящий, а вдруг мне это кажется? Вы думаете, что у ведьм нету сомнений в себе? Конечно, есть, мы все живые люди. Но потом на вот таких стадиях уже своей жизни, естественно, сомнения все отпадают, их уже не остается вообще. Ты понимаешь, кто ты, что ты можешь, что ты стоишь, чего. И поэтому, когда таким людям угрожают, у этих людей нет никакого страха. У них есть разочарование и обида. Это противно, понимаете? Каждый раз слышат: ой, они все аферисты, мошенники, всех сажать, всех судить, мошенничество, аферизм, мошенничество. Это противно. Это очень больно и очень обидно, омерзительно. Это как раз мошенникам вообще пофигу, что о них говорят. Они о себе и так знают. Их единственная забота — не попасться. А ты, понимая, что ты можешь, ты знаешь этот мир духов. Вы представьте просто вот, например, у тебя был дом твоего деда, да, и ты там провела свое детство, потом проходишь, а этот дом уже чужой, кому-то принадлежит, и ты говоришь о том, что вот это дом моего дедушки, я вот здесь вот в детстве здесь бывала, и тебе говорят: это тебе кажется, это неправда, такого быть не может. Не мог твой дед иметь такой дом, и ты здесь вообще никогда не была. То есть тебя обнуляют, тебя убеждают в том, что ты глупая, ты сумасшедшая, ты не в себе, и это тебе мерещится, и ты свои какие-то фантазии выдаешь за реальность. Это то же самое. Я вижу мир духов, я ощущаю их, я их вижу, я с ними говорю иногда. Естественно, я каждый раз не буду говорить, чтобы... Но это для вас это непонятно. Зачем мне... Понимаете, есть архетипы. Люди не понимают чего-то, пока не увидят. Ну, смысла не вижу просто каждый раз это. Я видела такое, что я никому не пожелаю. Я видела, всякое. И говорили, и в ухо кричали.
и сонный паралич, когда вот стоит человек перед тобой, фигура человека смотрит на тебя. Я один раз проснулась от того, что я повернулась ночью, не могу шевельнуться, вот не могу, просто меня как будто меня заморозили. Я прилипла к этой подушке, лежу, и я понимаю, что я не могу вообще двигаться с места, меня парализовало. И в этот момент кто-то бежит по матрасу, прям бежит, побежал и ударился об кровать, вот верхнюю часть кровати. И меня отпустило. И тут я вижу, что Рыжик в окне сидит. Понимаете, Рыжик подбежал, там мой кот, подбежал, и он прыгает в окно. Но я вот его бег почувствовала рядом с собой. Как побежал кто-то и прыгнул туда. То ли мне показали, чтобы я открыла, потому что было холодно, мороз. Меня так разбудили и показали вот его бег. Понимаете, как будто вот временной отрезок, не знаю, как объяснить. То, что произошло там, перенеслось сюда. И в этот момент, когда он бежал и прыгал в окно, я это все почувствовала рядом с собой, побежали рядом на моей кровати и прыгнули куда-то. И я встала, меня отпустила, я встала, смотрю, кот. Кот, значит, только что прыгнул, видимо, на подоконник. Я открыла, естественно, впустила. И такого очень много. И перед смертью моей бабушки и маминой матери ночью услышала плач домового. Прям плач, писк маленького ребенка. Вот плачет просто. Я проснулась, я сначала думала, может, собаки моей что-то там случилось. Может быть, поранился кто. Вот, ну, прям, знаете, вот такой вот визг, такой плач истеричный. Спустилась, все спят, вообще все. Двери открываю, все мирно спят. Меня вообще никто не замечает, даже коты там валяются, спят везде. Я поднялась, и снова этот истеричный плач. Я потом говорю, ну не плачь, я поняла, что-то случится уже. И через несколько дней узнаю, что моя бабушка умерла, в общем. И умерла в тот день, когда он плакал здесь. И так, я уверена, что такие истории все видели, слышали, были свидетели. И вот представьте, вам всем говорят, вы аферисты, вы сумасшедшие, вас надо всех лечить, это неправда, такого быть не может, ерунда это все. И знаете, что самое обидное, что ведь человек, который это говорит, обязательно столкнется с этим всем. Но он потом не придет на это шоу, не скажет, вы знаете, извините меня, пожалуйста, я ошибся, на самом деле это существует, я был неправ. Не скажет. А даже если он очень захочет сказать, его туда уже не пустят, потому что он там уже не нужен. Его использовали, что надо, он сказал, а теперь пошел вон. Вот поэтому там, где общество еще не готово это понять и принять, не надо слишком много сверкать на этих экранах, понимаете? А что касается испытаний, да, когда начинается преследование всех подряд, когда начинается вот эта охота на ведьм, то для того, чтобы себя обезопасить, для того, чтобы тебя не коснулись, для того, чтобы твои враги вообще даже не замечали, не видели, ну пусть не враги, а вот те, от которых зависит что-то в твоей жизни, для этого ты тратишь очень много сил, энергии и времени, чтобы себя обезопасить. Вот, да, оно тебе стоит очень много усилий. Но зато ты понимаешь, что еще раз силы тебя защитили. Это отчасти и фильтрация. А знаете, как это получается? Вот идут, например, доносят на человека силой. Идут в какие-то суды, пишут, где-то там какое-то заявление абсурдное. Ну, то есть не имеющие почвы, но в любом случае, если захотят, начнут на нервы действовать и таким образом. И что происходит? Вот эти все заявления где-то лежат месяцами. Потом начальник меняется, что-то происходит, они, значит, меняются, они там увольняются, другой приходит. Он пока эти все заявления будет перебирать, потом смотрит, что за ерунда, выкиньте это.
все отказать, непонятно, что там написано. То есть, по сути, вот эта сила, она наводит вот этот морок. И тебя просто не видят, не помнят, тобой не занимаются, о тебе не вспоминают. Но чтобы наводить этот морок, нужно очень много моральных сил. Ну вот как, например, человек, который создал какую-то корпорацию, да, и отстаивает эту корпорацию годами от рейдерского захвата, от каких-то там, ну, преследований власти имущих, от каких-то стукачей, от каких-то доносов, от просто откровенных угроз, что мы все отберем, понимаете? И он тратит очень много нервов, сил, очень много жизненной энергии для того, чтобы отстоять себя и то, что он создал. Вот то же самое. А все почему? Потому что всякая шушера, всякое непонятное существо лезет на эти экраны с криками «Я ведьма», «Я такая-сякая», «Я там всех уничтожу», «Я вот это», «Я вот моя власть будет», «Я какие-то храмы тут построю». И после этого всего в ужасе начинается преследование. Почему? В истории человечества короли, императоры, монархи Востока, Запада, Европы, неважно, много раз имели столкновение со священниками, с папой римским, с католикосами там в армянской истории. Они друг друга ненавидели, они друг друга преследовали, даже убивали друг друга. Но единственное, когда церковь восставала и просто объявляла поход против царя, из-за чего отравили царя папа в армянской истории, из-за чего одного из многочисленных Генрихов объявили еретиком. Это когда государь, когда правитель касался церковного имущества. Вот это самое святое, что нельзя было трогать ни за что. Как только касались церковного имущества, все, можно сказать, что трон шатался под этим человеком. Единственный правитель, который этого избежал, это Петр Великий, который переплавил все в пушке и сказал, что, ну, в общем, потому что он был природный царь, потому что в этот момент Россия остро нуждалась в сильном правителе, у него был очень большой авторитет, да и жестокий был он человек, и скорый на расправу, поэтому не решились батюшки с ним связываться. Но во всех остальных случаях любой правитель, как только касался церковного имущества, просто был уничтожен, можно сказать. Это могло быть некоторое время, это могло быть отравление, это мог быть бунт, чего только не могло быть. Даже Павел, который пытался, опять же, влезть и тронуть, значит, имущество, и отец его, Петр III, точно так же были убиты, и церковь перешла на сторону Екатерины, а потом на сторону Александра I. Сразу же. Так вот, человек, который создает какие-то там свои такие, можно сказать, религиозные почти организации, храмы и прочее, да, ты имеешь на это право. В Конституции это написано. Но вы знаете, много где чего написано. Написано одно, но это не означает, что ты можешь это сделать. У нас еще не та страна, которая готова к таким различным религиозным течениям, церквам и прочее, прочее. Не готова. Здесь еще власть церкви сильна. И вообще ведьмы никогда с церковью не ссорились. Они относились друг к другу терпимо. Попы знали, где-то говорили, где-то порицали, мол, ходите к этим бабкам, это нехорошо. Но прям вот так вот открыто войну не объявляли. Не было в России, знаете, такое сожжение ведьм и так далее. Один случай был только с полюбовницей Ярослава Осмомысла. Дочь его, Ярославна, Ефросинья Ярославна, известная из слова о полку Игореве. Вот Ярослав Осмомысл был женат на дочери Юрия Долгорукова, Ольге. Вот Ольга Юрьевна потом демонстративно ушла из города, обвинив мужа в неверности. И муж собирался жениться на крестьянке Настаске. И все начали поговаривать, что она ведьма, что она приворожила князя. Схватили князя, кинули в темницу, а Настаску сожгли.
И после чего Ольга Юрьевна вернулась обратно, но семейная жизнь не получилась. Она все-таки в конце концов ушла в монастырь. Это был один случай, и то она не устраивала бояр и прочее. Ее обвинили в колдовстве, во всем таком. Вот единственный случай, который на Руси существовал, что вот так вот расправили женщины, еще неизвестно, ведьма ли она была. Точнее, известно, не была она ведьмой, и во время инквизиции не было никаких ведьм сожжено. Это были неугодные люди, это были врачи, это были грамотные люди, это были богатые люди, и католическая церковь жаждала их денег и расправилась с этими людьми. Так что ни одной ведьмы там не пострадало. Но так вот, о чем речь? За что можно нарисовать, написать статью любую и забрать и так далее, если церковь почувствует, что начинает касаться его имущества. Прихожан у нас и так не очень-то, знаете, много. А тут каждый возьмет и свою церковь построит, и свою религию создаст, и что? И на этом все закончится. Нет. Поэтому, естественно, нужно было думать. Если ты идешь на такой шаг рисковый, значит, надо быть готовым воевать за себя, отстоять себя. У тебя есть такие ресурсы, такие знания, такие возможности, такая сила? Нету. Тогда зачем ты начинаешь это все? Это все равно, как я пойду голыми руками на волка, знаете, или на стаю. А вот я так решила, что я сейчас с волками расправлюсь. И что, я там не смогу, что ли? А потом жалуешься, что волки тебя разорвали. Так когда ты идешь на них, у тебя есть ресурс их победить? У тебя есть то, что их спугнет? Ну, по крайней мере, нам что-нибудь. Палка у тебя есть в руке? Нету. Но ты идешь против волков. Почему такая самоуверенность? Это глупая самоуверенность, это тупость. И эта тупость обходится очень дорого. Потому что если ты идешь воевать с эгрегором, которому уже 2000 лет, с той силой, которая имеет огромный опыт отстаивания себя, она отстояла себя от монголов, она отстояла себя от гуннов, она отстояла себя от всяких гонений, отстояла себя от коммунистов. И ты думаешь, от тебя не отстоит? Ну, смешно так думать. Значит, о чем я говорю? Что, друзья мои, если вы что-то хотите сделать, вы подумайте, у вас ресурс хватит, вы сможете победить, вы сможете воевать. Если ты не сможешь, тогда не берись. Вы идете, видите, что хулиганы накинулись на человека там и бьют его. Что вам делать? Подойдете, они вас пырнут ножом. Отойди позвонить в полицию, да. Потому что у тебя сил не хватит с ними справиться. Ты просто сам погибнешь, вот и все, а того не спасешь. Вот о чем речь. И такие глупые люди, которые, решив, что если несколько человек, которым дали ложную надежду на то, что вы тоже будете колдуны, ведьмы, маги, чародеи, а на самом деле оказалось, что ничего такого нет близко, никто не может открыть никакое ясновидение. Ты даешь эту надежду, конечно, эта толпа будет против тебя. Ты идешь по шоу, собираешь дешевую славу и быстрые просмотры, быстрые зрители. Они не знают, кто ты, что ты. И ты тут же берешься за них обучать. Это случайные люди, которые пришли к тебе, не понимая, кто ты есть. И этим случайным людям все равно, что завтра с тобой будет. Никогда не надейтесь на толпу. Это большая глупость. Толпа, которая сейчас аплодирует вам, завтра может аплодировать, когда вас на эшафот будут вести, понимаете? Им нужно шоу, любое, им все равно. Им все равно, что будет с людьми, которые в этом шоу были очернены. Им без разницы. Они пришли, они получили свое удовольствие и ушли. Далее. Итак, друзья мои, я думаю, что на сегодня достаточно. Завтра я продолжу эту тему. У меня еще есть одна часть, которую нужно как бы объяснить. Но сегодня этого вполне достаточно. Я думаю, пока вы прослушаете. А завтра еще остальные вопросы мы с вами обсудим.
надеюсь, что эта информация будет полезна для вас и для новых зрителей, и для тех зрителей, которые давно у нас на канале. Желаю нам всем благоразумия, удачи и всех благ.